Большой привет! Мы сегодня в этот солнечный день на прогулке. Даже не знала, как одеваться. Посмотрела в окно, плюс 8. А вышло, знаете, такой ветерок. Прям, ух, еще начало весны, еще ждем похолодания. Жора, где? Где палочка? Где? Ты мне ее не принес. Там мы тут с Жоркой гуляем с палочкой. Как обычно, бросаем палочку. Но мы ее потеряли. Мы ее потеряли. Ну неси ее, где она? Вон она, смотри. Слушайте, ребят, сегодня день начался с того, что встали утром. Думаю, надо все успеть, потому что выключают нам. Часто продолжают выключать свет. Вчера вообще целый день его не было практически. И нет воды. На 10-м этаже нет воды. Что уже говорить про этажи, которые выше нас, то вообще. И вот как только выключается свет, все, воды нет. Представляете? А я сегодня в 6:30 встала и давай, короче, делать все домашние дела. Жора, ты где? Здесь? Молодец. И тут мой школьник просыпается и сообщает мне о своем плохом самочувствии, о том, что болит горло, о том, что ему совершенно не хочется, ну нет, не то, что не хочется, что не может, нету сил идти в школу. Муж, конечно, не придумывай. Но я, конечно, знаете, как надо было сразу температуру померить, а я не померила. Жора, иди сюда, не приставай. Нашел себе собачку. Ну, говорю, оставайся, оставайся. Говорю, ничего страшного, плохое самочувствие. Какая может быть учеба, когда болит голова, и когда болит горло, и когда плохое самочувствие. Я смекнула, девочки, что они на этой неделе не один раз в день сидели в бомбоубежище, и все-таки инфекция. Инфекция – это весенний период, грипп, ОРВИ, короче. И, в общем-то, я его оставила дома. Он заснул. Просто пошел и заснул. Думаю, точно. Но меня Костя никогда не обманывает. Есть, наверное, дети, которые там хитрят, там что-то. Он... Нет, он в таком не замечен пока еще. И, короче говоря, когда он проснулся, думаю, дай померяю температуру. Мама дорогая, 38,2. Ну и начался наш лазарет сегодня. Есть не хочет, пить не хочет. Но пить заставляю, естественно. Посмотрим, что будет дальше. Но где-то попытались выпить таблетку нурофена, ибупрофен. Но не пошла она ему. Короче. Через час температура уже 38,7. Но все-таки засунула я в него нурофен. И стало легче. Жорик сегодня всю ночь куролесил, там что-то лизался, ну что-то там он вошкался всю ночь. И до 11 потом спал. Я думаю, боже, еще и собака заболела. Думаю, что это такое? Но Жорик вчера, девочки, на ночь переел. Он 2 раза вчера конкретно погулял хорошо, а так как он хорошо погулял, у него был хороший аппетит, и он на вечер наелся. Еще его бананом угостила. Да, Жора? Банан был вкусный, а ночь была бессонная. Ну, в общем, и у него на фоне банана, девочки, сегодня проснулся один глаз воспален. Либо на прогулке во что-то воткнулся, либо в грязь, либо в какую-то ветку. Ну, я думаю, что это связано у этих мелких пород с каким-то дисбалансом в еде. Идем, идем. И, в общем-то, короче, я себя поругала. Собака мучилась, мы мучились, потому что собака не давала нам спать. Все-таки правильное кормление собаки – это залог спокойствия и хорошего самочувствия и хозяев, и собак. Вчера встретила знакомых, у них английский кокер-спаниель такого же возраста, как наш Жорик. Но там они такие молодцы.
они строги во всем, и по отношению и к детям, и к животным. И их собака четко ест по часам, миска убирается, миска наполняется, собака за секунду все съедает. И даже они приняли меры, будете смеяться, специальную миску купили. Как же она называется? В общем, миска, в которой там разные есть ходы, наверное, там какие-то, что корм западает, и нужно... Это для собак, которые вот это вот все глотают быстро. И поэтому эта миска, они говорят, вот с этой миской теперь поедание у него здесь на 4 минуты растянулось. Представляете? Какие бывают проблемы. Девочки, Жорка вот с таким одним подбитым глазом. Идем давай, побежали. Побежали давай, иди вперед. Пошли, хватит все нюхать. Девочки, мы уже без костюмчиков зимних. Думаю, что плюс 8, плюс 10 ему уже не холодно. Да? Тебе не холодно? Надо ему, конечно, такой, знаете, на погоду дождливую купить дождевичок. Потому что он мокнет, если дождик. И, кстати, девочки, мы уже зимний костюмчик свой переросли. И последний раз, когда одевали, понатирали себе ножки. Вот так вот. Я думаю, что он там лежит, что там его беспокоит. А это мы натерли костюмчиком. Представляете? Парень растет. Идем, Жорка, идем. Мы идем домой, прикинь? Да. А мы еще гуляем. Парню понравился Жорик. Говорит, мы идем домой, а мы еще гуляем, Жорка. У Жорика сейчас будет компания. Жорка, компания? Жорка ждет. Подбежит к нему или нет? Кстати, встретили женщину, у которой Йорк. И она говорит, что вот ее Йорк не может на дух переносить Джек Рассел терьера. Мне кажется, Жорику вообще все равно, с кем гулять. Он все равно со всеми гуляет. Здрасте. Ой. Девочка у вас? Девочка. А, у нас А у вас? парень. Мальчик такой симпатичный, класс. Пухнастик. Да, да, как книжка. Надо уже будет стричь, когда потеплеет. А ему и так идет. Ага. Девочки пришли домой с Жориком. И мне захотелось блинчиков. Пеку блины. Ну вот хочу. У меня зеленый борщ. Вот. Целая кастрюля со шпинатом. У меня тыквенная каша. Это то, что я с утра сварила. И мне вот прям подавайте блины. Понимаете? Подавайте мне блины. Включила новости. Иран нанес удар по Азербайджану. Капец. Просто капец. Дроновый удар. Да. В Одесі солнышко. Що твориться, що робиться? Що робиться, люди добрі? По-моему, уже скоро все будут втягнуты у войну. Сейчас еще один или два мне тут... Не, еще, наверное, один. И сделаю себе чаек. Вчера пошла и купила в Червоном хуторе 2 вида чая. Вот этот пробовала в пакетиках. Ну, честно говоря, какой-то он вообще... Я не уловила никакого вкуса. Ну вот вообще безвкусный. Вроде как черный с зеленым. Black and Green Tea с фруктами и цветами. Но никакого вкуса фруктов я не почувствовала. Этот еще у меня запечатанный. Это не по 70 гривен, 25 пакетиков. Это чай черный с тропическими фруктами. Надо будет сегодня его открыть, попробовать. Что хорошо... Ой, сейчас, блин, девочки, сейчас помажу маслицем. Что хорошо, каждый пакетик, сейчас я вам покажу,
отдельно упакован. Не так, как, знаете, насыпано. Вот так вот. Каждый пакетик запакован отдельно. Вот так. Ну вот он мне показался каким-то таким нейтральным. Так, все, мажу маслицем блинчик сливочным. И следующее выпекаю. Обожаю блины. Девочки, не поверите. Сегодня я открываю чай этот. Сегодня сыну говорю, купи корм жорки, который он в детстве ел. 4 лапы с куркой. Он купил. И я дала ему. Я не дала, я просто пачку поставила закрытую. 400 грамм, именно 400 грамм. Она в феврале этого года изготовлена, свежак. Поставила просто так вот, бросила на полу. Смотрю, он прибежал и трется вокруг этой пачки. Я открыла. Кстати, химозный такой запах фруктов тропических. И накину, я ему дала чуть-чуть, открыла пачку эту и дала ему немножко. Слушайте, моя собака, оказывается, ест сухой корм с удовольствием. Ну, ест она 4 лапы. То, что она ела с детства. Сейчас покажу. Вот этот вот. Там хаски нарисованы. Ну, это не реклама, это вот то, что с удовольствием ест моя собака. Прикиньте, а я ему холистики покупаю, а я его пытаюсь накормить чем-то более качественным, более дорогим. Ой. На Фармину он вообще не смотрит. Вот на эту. Представляете? Ну как так? Мой собак выбирает этот самый национальный продукт. Стопроцентного качества протеин. Вот так вот. Он сейчас налопался, представляете? И именно я заметила, когда брали 2 килограмма пачку этого же корма, почему-то нет. Именно 400 грамм. Я не понимаю, почему. Все, что осталось, посмотрю. Но когда начинаешь смешивать, это на прогулке, может, буду давать, не знаю, там по чуть-чуть. Ну, вот так вот. Потом, наверное, когда подрастет, через пару месяцев попробуем для взрослых собак. Это пока щенячий корм, он более калорийный. А для взрослых собак попробуем с ягненком и рисом. Надеюсь, зайдет. Короче, девочки, я в шоке. Правду говорят, что самый лучший корм тот, который ест твоя собака. Они там холистик, не холистик. Самый лучший чай, который вам нравится. Я не знаю, я пробую. Компот. Девочки, доброе утро. Извините, что я в таком виде. Не спали всю ночь. Вчера Костика моего так полоскала. Я думала, он отравился. Он ел какую-то пиццу в школе. Но она вроде сырная. Я не знаю, что за пицца. Я подумала, что он притравился. Но меня сбило с толку то, что у него горло болит. Горло болит, слабость. Думаю, ну может так поджелудочная реагирует. Но если бы я не сделала тест. И что самое интересное, девочки, я вообще не увидела вот эту полоску. Вы видите? Напротив А. Я сфоткала доктору, нашему детскому педиатру, отослала фото на Viber, уже часов 8 вечера. И говорю, у нас отрицательная, типа, ему плохо, говорю, температура 38,7, говорю, полощет его без конца, говорю,
горло болит. Говорю, ну у нас тест негативный. А он смотрит, а я делала тест в темноте, ну, у нас не было света. А он смотрит на фотографию, видимо, и пишет мне, так у вас положительный, а это первый день симптоматики такой. Он говорит, а у вас, говорит, грипп А положительный. Я говорю, что делать? Я действительно присмотрелась, и там вот такая полосочка. И я купила вот такой вот тест. Сейчас надо уже выбросить его. Тут получается баночка, пипеточка такая с жидкостью, в которую помещаете... Я уже выбросила. В которую помещаете вот этот вот... в носу. В одной ноздре до упора, в одной ноздре 5 оборотов, в другой ноздре 5 оборотов. Потом вот сюда в жидкость. 10 секунд здесь держите эту палочку, потом вот так вот хорошенько нажимаете, когда вытаскиваете, нажимаете, чтобы с нее все снять. И потом вот этой вот пипеточкой берете и закапываете вот сюда. Вот в эти вот там, где видите, короче, вот сюда закапываете по 3 капли. 3 капли сюда, 3 капли сюда, ждете 10-15 минут. И вот нам нарисовала. Почему еле-еле? Еле-еле видно, потому что только первый день. Короче, ужас. Ну, ночью был капец. Ночью 39,2. Я уже взяла такой ртутный градусник, потому что я вот этим градусником... Так, сейчас я это все утилизирую. Я вот этим всем градусникам электронным не сильно доверяю. Ну, в принципе, есть расхождение, но незначительное. Ну, конечно, электронные удобнее. Еще бесконтактные удобно, когда ребенок маленький, особенно навел, так чпок и все, да, ну, как бы отражается луч, и не надо там ребенка мучить, вот это все. Девочки, я вот это вот вся помятая после ночи, которой не было. В общем, вот так. И что он нам сказал? Сельтавир или тамифлю. Вот я купила вчера, не я, муж с работы ехал, купил сельтавир. Там одно и то же действующее. Сельтавир, правильно? Да, по-моему, сельтавир сейчас, девочки. В общем, 2 раза в день. Да, сельтавир. Либо тамифлю. Тамифлю 2 раза дороже. Тамифлю, по-моему, Швейцария, а сельтавир это Индия. В 2 раза дешевле сельтавир, ну не знаю, одно и то же действующее вещество. Купили сельтавир. 2 раза в день, 5 дней. Посмотрим. Я вообще не пойму, отравление это грипп так себя проявляет. Вообще в шоке. Тяжело, очень тяжело ребенку. Сейчас пойду мерить температуру. Не знаю, какая у него температура. В Одессе солнечно, классно, но 0 с утра. В общем, слушайте, читаю чат школьный, ну, класса нашего. Очень много детей приболело. Ну, родители не описывают симптоматику. Было бы, конечно, интересно узнать, у кого что там происходит. Потому что какая-то у него вот эта вот желудочная симптоматика вообще прям... Я вчера уже, знаете, написала врачу, говорю, доктор, что делать? Он не останавливается уже... И он мне сказал, мы вчера где-то в 10 часу, муж ездил машиной в аптеку, которая 24/7. Вот это вот купил. Сусприн. Противоблевотный засеб. Капец. Ну, слава богу, пока не понадобился. Надеюсь, что не понадобится. Пускай будет. Короче, девочки, напишите, как у вас там с гриппом А дела обстоят. Надеюсь, вы бережете себя. Ну вот они же сидят в школе, в этих бомбоубежищах, там все набиты, все классы, естественно. Там одного человека достаточно, чтобы это все распространить. Девочки, а Жорик прям вчера целый день от Костика не отходил. Да, Жорочка? Поддерживал его, спал у него под кроватью. Он прям вообще так переживал. Чувствует, шубок, чувствует, что что-то не так, что заболел, да? Что заболел кто-то из семьи.
Да? Да, моя сладенькая. Раньше девочки купала его раз в 2 недели. Теперь надо раз в неделю купать. Так быстро становится чумазик. Да, вчера глазик капало. Вчера затек глазик, потому что наелся он всякого-всякого, а потом лапами своими. Да, красавчик, передавай привет девочкам. Потом лапами там что-то тер. Знаете, когда глаза воспаляются, они начинают лапками тереть, инфекцию заносят. Сейчас мама еще раз покапает глазки. Такой вот красавчик. Мальтипуха мамина. Девочки, рассказывала вам, что корм же ест свой, детячий, ну, который он с детства любит есть. Это, кстати, его щетка. Мы когда чистим зубы, он тоже требует, чтобы ему дали щетку, и он сидит, грызет, тоже участвует в процессе. И, короче, ест он свой корм, но с утра у него натуралка. Кашка или рис, или гречка с мяском и с овощами. Да, моя сладкая. Ну, моя Халюся. Боже мой. Какой ты молодец. Какой ты умный. Какой ты замечательный. Все собачки умные и замечательные. Да, девочки, у нас вчера было острое начало у Костика. Это ужас. Так что не пугайтесь. У всех, наверное, по-разному. Но у нас это было что-то с чем-то. Фух. Я релаксирую на своих полочках. Этот вот пахнет, обалдеть как. Парфюмерная фабрика. Знаю, что вам нравится, девчонки. Поэтому периодически буду вам показывать эту красоту. Смотрите, какая бабочка черебом. Ой, кого вам еще показать? Вот такую красоту. Вот такую. Вот там хрустальный водопад. А здесь что-то у меня только желтенькие собрались красотки. И вот здесь бабочки. Вот такая. UX Мадонна. А эту я забыла, как называется, честно говоря. Монтесукана. Короче, радует. Радовать, хочу тебя сегодня радовать. Жорик, иди сюда, не гавкай. Девочки, у нас температура так и держится, вернее поднялась. Я прочитала, что при гриппе А от 3 до 5 дней температура может держаться от 38 до 40. Короче, капец. Вот я в 2:40 дала ему ночью нурофен. Температура ушла. Ему стало хорошо, он поспал. И вот опять в 12 начался опять жар. Опять 38. Сейчас меряю, если сейчас будет выше, чем 38,5, дам ему опять нурофен. Девочки, я тут пришла в свой лимонный сад. Мандарин не пережил. Видите, все, прививка скокожилась, почернела. В общем, мандарин не пережил. Лимон Мейра вот так выглядит. Это для тех, кто говорил: Аня, будем наблюдать за твоим этим садом. Ну, может, лимон Мейра тут что-то будет. Девочки, не покупайте растения среди зимы. Короче, ну все, прививка почернела, все засохло у мандарина. Нифига там не будет. Все, мандарин в ведро. А этот можно еще подрезать. Я уже подрезала. Черные ветки убрать. Тут немножко живая есть. Что? Это я постирала свою курточку. Скажи ребятам привет. Скажи привет, ребята. Мы так хорошо гуляли, а потом мы так хорошо поели сухого корма, да? Набили пузика. Водички попил? Молодец. Он сегодня 2 вида корма ел. Я в шоке. Еще и фармину захотел. Начал тыкаться носом. Поел сначала. Я не знаю, можно 2 корма так вот мешать? Можно мешать 2 корма разных? Но я, получается, не мешала. Я сначала дала ему... Ой, сушилка тут. Дала сначала ему покушать этот вот 4 лапы.
А он начал тыкаться носом в пакет, стоял с фарминой. Я дала ему горсточку фармину, он на фармину все проверяет. На фармину накинулся. Видать, Жорка совсем был голодный. В общем, налопался, так улегся и все, и ушел. Да? Ой, девочки, сейчас, наверное, подрежу лимон Мейера. Если эта часть веточки осталась, то проснется, может, какая-то почечка. Что я так показываю, вы не видите? Может, какая-то почечка проснется. Я так вот подрежу, сухое уберу. Блин. Ну, я когда их увидела, когда они приехали, я так и подумала, что нашу зиму пережить под знаком вопроса. Девочки, с 8 марта сказал мой рождественник. И он все-таки зацвел. Представляете? Обалдеть. Сегодня вечером его полью. Хотела утром полить, и что-то меня отвлекло. Что-то меня отвлекло. Обалдеть. Он весь в прохладе здесь в бутонах стоит. Просто невероятно.